Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами рассмотрим интересную новинку от бренда Black Shark. Их новые смарт-часы Black Shark GS3 Sport. Также недавно еще были презентованы и Black Shark Watch X Pro, обзор которых в скором времени выйдет на канале. А смарт-часы из видео являются полной противоположностью Watch X Pro по функционалу. В этом же видеоролике я расскажу, что это за такие часы, их применение и для кого подойдут, а также стоит ли их вообще брать. Ну а ссылка на проверенного продавца будет, как обычно, в описании под этим видео. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. По комплекту поставки в целом стандарт для бренда Black Shark. Это такая квадратная коробка с весьма приятным наполнением внутри. Сам же короб хорошо представляет товар, хороший принт сверху, а также исчерпывающая информация про особенности данных смарт-часов по бокам. В самой же коробке, конечно же, будут часы уже с гипоаллергенным оранжевым ремешком, зарядная площадка, мануал, второй ремешок черный, и на этом все. При этом на экране защитной пленки или стекла не будет, но об этом мы поговорим чуть позже. Переходим теперь к дизайну Black Shark GS3 Sport. Часы имеют спортивный дизайн, то есть на руке сидит очень приятно, ничего не выпирает и не упирается в руку, если, допустим, загибать запястье, и также не ощущается тяжесть от этого девайса. Как я уже сказал, на руке сидят весьма уверенно, гипоаллергенный ремешок позволяет гибко выбирать жесткость затягивания на руке. Если, допустим, сравнивать с Watch X Pro и эти из обзора, то как раз спорт-версия зашла мне куда больше. Ремешки, конечно же, сменные с удобным быстросъемом. На Али, я думаю, в скором времени можно будет выбирать под себя любой вариант. По материалу корпуса производителем лишь указано, что он выполнен по всем стандартам качества, что пройдено кучу разных сертификаций и проверок для лучшего восприятия часов. Но на деле корпус, конечно же, тут не из металла, а больше похож на пластик с прорезиненными вставками. Почему они тут? Производителям полагается, что данные устройства будут использоваться в разных условиях, и потому они прошли специальные военные тесты, но к этому мы также еще придем. Из органов управления сбоку тут есть клавиша активации начального экрана часов, а также при повторном нажатии нам откроется меню этого гаджета, а если по ней выполнить удержание, то откроется меню питания данных смарт-часов. Вторая же кнопка отвечает за переход к большому обилию разных спорт-режимов. Производителям тут заявлено более 120 таких активностей. А с другой стороны браслета, которая будет находиться на самом запястье, расположены датчики. Это измерение ЧСС, а также пульсоксиметр и площадка для подключения зарядки. Важно отметить, что в Black Shark GS3 Sport нет камеры, а вместо нее между двух кнопок навигации расположился фонарик весьма хорошей яркости. Далее мы переходим к дисплею Black Shark GS3 Sport. Тут мы получаем AMOLED-экран диагональю 1,43 дюйма, разрешением 466 на 466 точек и плотностью пикселей 326 ppi. Ну и в принципе этих компонентов будет вполне достаточно для комфортного повседневного использования данного устройства. Также, кому интересно, частота обновления экрана будет составлять 60 Гц, а пиковая яркость 600 нит. Конечно же, экран имеет защиту, закаленное стекло Corning Gorilla Glass, а сам экран будет утоплен. По качеству и цветопередачи могу сказать следующее, что я им полностью остался доволен. Цвета передаются как нужно, без завышений или же занижений. Но важный момент, тут нет автояркости, потому придется их постоянно подстраивать под себя. Есть еще, конечно же, вопросы к тому, как будет видно информацию под ярким солнцем. Но на момент написания этого сценария протестировать данный вопрос не получится, ведь нынче зима и погода хмурая. Ну а теперь переходим к программному обеспечению и функционалу данных смарт-часов. Black Shark GS3 Sport будут кардинально отличаться от новинки недавнего времени Watch X Pro, а именно в плане зависимости от смартфона. Потому обозреваемый продукт можно спокойно сопрягать со смартфоном и соответственно получать от него всю информацию. Также важный момент, в Black Shark GS3 Sport нет никакой версии Android. Тут обычная проприетарная оболочка с базовым набором функций, то есть тем, с чем обычно смарт-часы продаются. Ну а теперь более детально.
Как я уже сказал, часы зависимы от смартфона в плане получаемой информации. О чем именно речь? У Blackshark GS3 Sport есть опция ENC, то есть входящие звонки. Соответственно, при подключенном сопряжении со смартфоном, если вам кто-то звонит, вы сможете принимать звонки на смарт-часах и даже через них общаться. Качество микрофона, понятное дело, не студийное, но собеседник вас будет слышать в целом приемлемо. Если же где-то будете находиться в шумном месте, то уже собеседнику будет сложнее вас расслышать. Также по интересным фишкам. Тут есть управление камерой на смартфоне, ну и в целом эта фишка даже есть уже и у фитнес-браслетов. Управление голосовым ассистентом, либо это будет Siri или же Gemini, есть набор игр примитивных, чтобы потратить время в никуда. Поскольку Blackshark GS3 Sport сопрягаются со смартфоном, то есть и фирменное их приложение, как на Android, так и на iOS. На удивление все скачалось без проблем и сопряжение прошло успешно. Что можно получить от такого взаимодействия? Конечно же, это полный анализ вашей активности, анализ сна с полным отчетом, кстати, тут это реализовано куда веселее, чем на фитнес-браслетах. Отдельно от чего я остался в восторге, это наличие разных курсов и тренировок. То есть вы открываете раздел в приложении, видите фитнес-планы, качаете и дальше через видеокурс проходите тренировку. И таких курсов тут вагон и маленькая тележка. В разделе тренировка можно отслеживать всю вашу активность, которая связана с бегом, ходьбой или же катанием на велосипеде. Открыв же меню, где будет настройка часов, вы в целом чего-то прям сверхвау не найдете. Только меня зацепила история с циферблатами. Их тут реально много и каждый сможет выбрать что-то под себя. Еще по софту хотел бы отметить наличие кривого перевода. Честно говоря, на дворе уже 25-й год и можно уже как-то этот вопрос уладить, но увы и ах. Приходится довольствоваться тем, что есть. Также отвечая на вопрос, можно ли сюда что-то дополнительно подключить в плане Bluetooth аксессуаров, то увы нельзя. Навигация по смарт-часам весьма удобная, при свайпах влево или вправо будут открываться разделы с вашей активностью, замером ЧСС, уровня кислорода в крови, погода, уровень стресса, а также свайпом вправо откроется раздел с быстрым доступом к основным функциям смарт-часов. Ну а теперь давайте с вами поговорим об особенностях и автономной работе Blackshark GS3 Sport. Первая особенность это то, что у них нет модуля NFC. Опять же, на дворе 25 год и данный модуль все обходят почему-то стороной. Хотя цена данных смарт-часов позволяет установить сюда данный модуль. Ну а так это, конечно, минус. Идем с вами далее. Следующая особенность и плюс данной новинки это полная защита от воды и пыли. Кстати, если любите плавать, то данные смарт-часы смогут выдержать погружение до 50 метров. Третья же особенность это мощный GPS, который точно будет определять ваше местоположение и корректно рисовать вам маршрут или же маршрут вашей тренировки. Для справки тут установлен GNSS, то есть Global Navigation Satellite System, которая поддерживает точное позиционирование через 5 глобальных спутниковых систем. Четвертая особенность это весьма хороший встроенный фонарик между двух кнопок навигации. Также, что удобно, можно регулировать его яркость. Пятая особенность это сертификация по 15 военным стандартам. Что имеется в виду? Часы прошли разные тесты и выдержали их. Среди них это испытания на высокую температуру, на погружение под воду, тест на дождь, пыль и прочее. И также, кому еще интересно, Bluetooth тут версии BLE 5 и 4. Теперь же еще затронем автономность. Батарея в Blackshark GS3 Sport на 400 мАч. И с одной стороны вам может показаться, что этого мало. Но на самом же деле производителям заявлено, что со 100% до нуля аккумулятор проживет 18 дней. Но не уточнили, при каком это использовании. Но на своем могу примере отметить, что при сопряжении со смартфоном, принятии звонков и обычной активностью со смарт-часами, то есть без спорт-режима, у меня данный девайс прожил 15 дней и при этом сел до 80%. Так что в целом информация про 18 дней от одного заряда выглядит весьма убедительной. Ну а теперь пора подвести итоги. Надеюсь, что в данном видеоролике смог раскрыть все аспекты данных часов. Отвечая на вопрос, для кого они могут подойти, в целом для всех. Это хорошие смарт-часы на повседнев, которые вас не подведут. Но у любой техники есть, конечно же, свои плюсы и минусы, потому давайте в них разберемся. Из плюсов я могу выделить следующее. Это наличие дополнительного ремешка, AMOLED-экран, наличие фонарика, множество разных режимов, наличие мощного GPS и наличие стандартов защиты от воды и пыли.
Говоря же о минусах, то могу отметить следующее. Это, конечно же, отсутствие модуля NFC, слабый микрофон и немного завышенная цена. Но на этом как-то так. Если остались какие-то вопросы, жду в комментариях, там мы пообщаемся. Ну а на этом у меня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.